Мы не можем заставить себя делать то, что мы не хотим, в чем мы не видим смысла. Всем привет! Меня зовут Лина, у меня есть ДВГ. Знала я об этом 1,5 года назад, и с тех пор моя жизнь очень стремительно изменилась, потому что теперь очень много, что можно сказать, это из ДВГ, оказывается. Очень много мемасиков тоже появилось, что не может не радовать. Узнав, что у меня есть ДВГ, я поняла, что в русскоязычном сообществе очень мало информации, по крайней мере, было 1,5 года назад, но сейчас стремительно все пытаются ухватить все, что изменилось за последние 10 лет, и я не уступаю. У меня уже были видео на тему СДВГ, как я это получила, как я поняла, что я это получила, как я с этим живу. И иногда у меня появляется энергия рассказать побольше об СДВГ и о том, как она на нас влияет. Я не специалист, я не врач, я очень мало что могу посоветовать, потому что сама очень тяжело с ним живу. Но я могу рассказать о своих наблюдениях и погуглить, что может нам помочь. Также я учитель английского языка. И это значит, что я выучила язык и учу этот язык другим людям. Еще у меня есть ДВГ, это значит, что я не могу учить по учебникам, я не могу учить правила, я не могу просто учить потому. Мне должно быть интересно. И сегодня я расскажу о том, почему это самый верный способ, то, как я учу, и посоветую, что делать тем, кто хочет выучить, но не может сидеть, корпеть над учебником и учить грамматику на протяжении 10 лет своей жизни. Так как я учитель, мы говорим о языке, но вы можете заменить язык на любой навык. И, в принципе, подставится все то же самое. Я не буду никого обманывать, и тебя тоже. Мы с тобой прекрасно понимаем, что у нас с тобой есть проклятие, но также оно и благословение. Мы не будем делать то, что мы не хотим. Мы не можем заставить себя делать то, что мы не хотим, в чем мы не видим смысла. Но если уж нам захочется, нас никто остановить не может, даже мы сами. Вспомни ситуацию, когда тебе казалось, что вся твоя жизнь крутится вокруг одного какого-то случая или хобби, или работы. Когда ты не можешь заставить себя остановиться, когда ты не можешь прекратить думать об этом, и ты хочешь связать свою жизнь именно с этим действием. Это твоя сила, суперсила, суперфокус. И приоритетом было только это занятие, правда? Поэтому первое, что нужно для себя обнаружить, найти, выкопать, это мотивация. Давай разберемся, что такое мотивация. Мотивация — это приоритет. Он или есть, или его нет. Мы можем хоть сколько понимать, что нам нужно выучить язык, нам нужно понимать, что нам говорят в будущем, у меня где-то там будет работа. Но если сейчас ты находишься в стрессовой ситуации, то приоритетом у тебя будет решение этой проблемы. И, к сожалению, или к счастью, пока в твоей жизни есть более приоритетные дела, ты не сможешь заниматься вот этим не совсем приоритетным делом. Потому что это значит, что тебе надо каким-то образом расширить твой фокус на множество дел, а как мы знаем, с фокусом у нас проблемы. И не только с ним, это я расскажу чуть попозже. Поэтому задание. Подумай логически. Действительно, насколько тебе сейчас нужен вот этот скилл, именно сейчас, в этот момент. Не думай про будущее, потому что в будущем мы не видим будущего. Мы не можем действительно осознать будущее и не сможем с тревогой думать. Мы можем с тревогой думать о будущем, но это ничего не решит. Мы не можем реально осознать и заставить наш мозг прочувствовать необходимость и важность этого задания. Если за нами сейчас не гонится англичанин-убийца, то это проблема будущих нас. Нам сейчас, на данный момент, не нужно знать язык. Не так уж и надо. Поэтому найти мотивацию сложновато. Раз ты смотришь это видео, скорее всего, на данный момент в твоей жизни нет ничего вот такого прям, нет экзамена, нет ничего в краткосрочной перспективе. Найди для себя причины, почему этот скилл сейчас должен быть для тебя приоритет. Это значит, надо заставить свой мозг подумать, как сейчас я могу применить этот скилл. Возможно, ты хочешь начать блог. Начни его на языке, изучаемом языке. Возможно, ты хочешь посмотреть какой-то фильм. Прекрасно. Начинай изучать язык, вот смотря этот фильм. Что еще? Возможно, это творчество. Возможно, ты хочешь начать вязать. Смотри видео, туториалы на этом языке. Возможно, связано что-то с творчеством. Тоже, опять-таки, посмотри, какие-то есть ли полезные материалы на этом языке или нет. Помни о том, что у тебя есть ДВГ. Вероятно, раз ты смотришь это, или ты думаешь, что у тебя есть ДВГ. Что такое СДВГ? Я каждое видео, наверное, буду об этом говорить. СДВГ
это немножко другое строение префронтальной коры мозга. И основная проблема, которая у нас есть в мозге, это то, что нам всегда не хватает эндорфинов. Нам всегда немножечко не хватает чего-то, чтобы развлекало наш мозг, чтобы мы продолжали делать что-то, что нам неинтересно делать, и мы всегда ищем, чем бы нас себя развеселить. Помимо этого, у нас страдает рабочая память. И это тоже влияет на множество моментов, об этом мы поговорим чуть позже. И, в принципе, вот executive functions, внизу появятся переводы, executive functions — это все то, что влияется под действием СДВГ, другого развития префронтальной коры мозга. На картинке вы можете видеть, что именно влияет на эти функции. Поэтому твоя задача, чтобы ты максимально смог себя закинуть эндорфинами, делая вот это занятие, изучая этот скилл. Я напоминаю, что самое сложное — это начать. Поэтому раздели вот огромную цель «я хочу выучить язык», это нереально, это невозможно, и вообще что-то выучить до конца невозможно в наше время, у нас все время все апдейтится. Раздели на поменьше. Например, не выучить язык, а понимать фильм за 3 месяца. Вот, по Smart Goals. Все мы знаем, многие знают про Smart Goals. Вот Smart Goals — это твоя тема. Тебе нужно определить, зачем, конкретную цель, конкретный дедлайн, когда ты эту цель должен получить. Дедлайн должен быть определенный, точный. Например, тебе хочется понимать фильм, и за 3 месяца ты планируешь это делать. Все прекрасно. Насколько она реальная, нужно разговаривать с человеком, с которым ты занимаешься. Скорее всего, если это мультик, то да, за 3 месяца ты спокойно поймешь примерно 50% из того, что, может, 30% из того, что было сказано, но как бы это мультик, и, в принципе, смысл тебе будет понятен, тебе будет приятно. Большую цель делим на поменьше. Или знать грамматику. Это большая цель, это огромная цель. Уметь использовать определенные грамматические структуры в речи. И в какой речи, не знаю, разговаривая о своем хобби. Все это вот прекрасно. Это можно за неделю сделать. Можно поиграть, можно посмотреть, что реально работает для тебя. Второй момент — это забудь про просто. Мне просто нужно. Ну все же знают, мне просто надо. Твой мозг так не работает. Ему недостаточно просто. Ему недостаточно все так делают. Ему необходимо конкретное почему и конкретный дедлайн. Как мы и говорили, нам очень важен дофамин. Нам очень важно, чтобы мозг подпитывался положительными эмоциями от действий. Потому что если это будет стрессовый момент, стрессовая ситуация, неинтересно, скучно по учебникам, то, что ты продолжишь, вот вероятность вот такусенькая. А если ты еще до этого потратишь 10 часов на планирование, скорее всего, даже на второй день ты не сядешь за все это. Это слишком overwhelming, слишком много, слишком непонятно. Упрощай и награждай. Упрощением я называю как раз-таки разделение целей на поменьше целей и написание планирования. Планирование вообще это вся наша жизнь, потому что в голове у нас ничего не остается. Помните про working memory, рабочая память, она у нас не работает, мы не помним, что нам нужно сделать. Мы, в принципе, помним, что нам что-то надо было сделать, но если у нас нет перед глазами списка дел, у нас нет этого списка дел, я могу просто ничего не делать, я могу смотреть в потолок, грустить, что я ничего не делаю, и ничего не делать. Поэтому список дел необходим для того, чтобы понимать вообще, что происходит в жизни, как происходит в жизни, какие у меня цели, чего я хочу, зачем я живу. Поэтому очень важно, чтобы у тебя был список дел. Про списки дел мы поговорим в другом видео, это большая тема. И в этом списке дел должно быть написано English, но не одними буквами, а что у тебя там по плану? Встретиться с преподавателем, расписать план, сделать грамматику, записать видео, используя эту грамматику про хобби. Что-то такое. То есть, не философски подходить к этому вопросу, а достаточно практически. Что мне надо сделать? И награждать. Награждать — это дофамин. Нашему мозгу необходим дофамин. Дофамин? Как по-русски? А я не помню. Дофамин. Я делаю йогу не потому, что она мне нравится, а потому что в конце каждой йоги есть, когда ты лежишь трупиком и просто думаешь ни о чем, дышишь и расслабляешься. Это официальный момент, минута в моей жизни, когда я могу лежать и себя не винить за то, что я ничего не делаю. Я наслаждаюсь этим моментом. И мне нравится, как щелкают кости у меня. Я пишу план не потому, что вот моему мозгу нравится план. Моему мозгу нравится вычеркивать план из своего листочка и вырывать еще свой листочек. Вот это ему нравится. Ему нравится получать какой-то результат, подпитываться чем-то.
И вам советую придумать, что работает для себя. Я, к сожалению, не дам реально каких-то советов здесь, что именно тебе подходит. Но мы можем брейнштормить где-то там внизу. Помни, если у тебя в жизни много стресса, много переживаний, есть проблемы с финансами, со здоровьем, то, что английский не твой приоритет, абсолютно нормально. Это даже не из ДВГшных, нет, это просто фигня. Такая, что когда у нас есть другие приоритеты в жизни, мы занимаемся ими. А для СДВГ мозга это вообще нереально. Что-то остановиться, сделать паузу от своих нервов и пойти делать английский. Нет, так не работает. Подумай о себе, спи побольше, кушай вкусно и не очень не полезно. Танцуй, отдыхай побольше. Просто отвали от себя и дай своему организму перезарядиться, настроиться, и он сам тебя задолбает, чтобы пойти дальше учить английский. Нужна пауза, бери паузу. Не надо делать то, что ты считаешь нужным. Ты никогда в этом не выигрывал, правильно? Твой мозг всегда знает лучше, что тебе нужно и что не нужно. Это не лень, это выживание. У меня не работала лампа все это время, прикольно. Заставляя делать мозг то, что на физическом уровне не доставляет ему удовольствия, это дополнительный стресс и так уже в стрессовую жизнь, а еще дополнительное самобичевание. Это не приносит никому удовольствия, а поэтому у тебя будет вместо интереса отвержение от этого занятия. Твоя суперсила, что когда тебе интересно, ты гиперфокусируешься. Поэтому, когда тебе реально будет необходимо, когда это будет твоим приоритетом, ты нагонишь все месяцы того, что ты не делал, за 3 недели. Твой мозг так гиперфокуснется, что твой мозг осознает и пройдет весь тот опыт, который ты проходил бы 3 месяца, пиная себя и ненавидя этот процесс, за месяц максимум. С удовольствием. Сначала надень маску на себя, а потом изучай английский. И в следующих видео я расскажу о том, как с интересом и вообще не напряжно учить английский язык, нетипичные советы, которые реально помогут просто в удовольствие, не на стрессе. Используйте язык, используйте, практиковать и так далее. И надеюсь, что это будет вам интересно. У меня села камера, но я думаю, что вы все поняли. Помните, что наш мозг, он другой, но с ним лучше дружить. Потому что не дружить не получается. Мы в итоге грустные, уставшие и побитые. Нужно позаботиться о себе и меньше критиковать. Критики у нас в жизни и так было достаточно. Спасибо большое за просмотр, и я приду к вам в следующем видео.